Итак, вы старше 40, может вам 50, может 60, и вы думаете, стоит ли вкладываться в мемкоины. Вы слышали об огромном потенциале мемных монет. Вы видели, какую огромную прибыль они приносят, и тоже хотите получать ее, но вам больше 40. Может, вы женаты, у вас есть семья и другие обязанности. Стоит ли вам вообще вкладываться в мемкоины? И если да, то в какие стоит вкладываться, а каких мемкоинов лучше избегать? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Начинаем сейчас. Привет, ребята, это Брифит Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. И еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифит Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела и озвучила для вас экспертное видео с канала The Crypto Factor, в котором автор делится мнением, стоит ли покупать мемкоины, если вам больше 40 лет. Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Не пропускайте следующие видео. Привет, с возвращением! Меня зовут Пол. Если вы здесь впервые, то этот канал посвящен криптовалютам и криптопредпринимательству. В видео мы поговорим о мемкоинах, точнее о мемкоинах для тех, кто старше 40. Давайте честно, если вам больше 40, 50, 60, то у вас больше обязанностей, чем у подростков или 20-летних. Нужны ли вам мемкоины? Или это вариант для молодых? Как дела, ребят? Что? Кроме того, что вы будете оправдываться перед женой за то, что тратите все свои деньги на картинки в интернете, в надежде получить прибыль с Lamb или приобрести Moonboy 55 лет, нет особого смысла покупать мемкоины, но об этом позже. Давайте поговорим о мемкоинах. Я выскажу свое честное мнение. Во-первых, этому каналу не чужды мемкоины. Мы начали покупать Dogecoin еще до того, как Илон Маск сделал его популярным. И мы сделали несколько отличных прогнозов. Мы предсказали рост Pepe, VIF, PooCoin и советовали вам фиксировать прибыль. Мы предсказывали рост мемкоинов. Мы неплохо заработали на мемных монетах. Мы даже создали курс по мемкоинам. Но вопрос, стоит ли вкладываться в мемкоины, если вам больше 40, 50, 60, 70? Да, здесь много возможностей, много действий. Вы видите огромную прибыль, огромный рост. Вы видите Lamborghini и Ferrari, но с другой стороны, видите истории людей, разорившихся и потерявших все. И вы думаете, стоит ли вкладываться в мемные монеты? Стоит ли вам делать это, если у вас есть обязательства и ответственность? Ответ – да, но. Давайте объясню. Понимаете, мемкоины уже не те, что раньше. Мемкоины начались с Dodge. Конечно, до этого было еще несколько на биткоине, например, Punks и так далее. Но это другая история. По сути, история мемов началась с Dogecoin. Dogecoin — это собственная сеть, собственная криптовалюта, если можно так выразиться. Большинство мемкоинов сейчас созданы в других сетях. На Ethereum, на Solana. У них нет собственной блокчейн-сети. Это само по себе не имеет значения. На самом деле вы можете использовать это как стратегию, делая ставки на мемкоин-манию в этих сетях. Мы начали с Ethereum, Shiba, Pepe. Затем перешли на Solana. И эти мемкоины росли в цене и так далее. Сейчас многие делают ставки на разные блокчейны. Проблема в том, что мемкоины изменились. Их стало намного проще создавать. Раньше это было сложнее, а теперь процесс занимает менее 15 минут. Вот почему вы видите массовые обвалы. Большинство мемкоинов, 99,9%, дойдут до нуля. Я не преувеличиваю. 99,9% монет пойдут до нуля или никогда больше не вырастут в цене. А это как обнуление. Мало того, есть еще киты и плохие игроки, которые манипулируют рынком, просто создавая мемкоины один за другим. И это несложно. Они используют искусственный интеллект и автоматические генераторы, чтобы делать это снова и снова. А когда вы покупаете эти мемкоины, то они забирают прибыль, получают ваш Ethereum, вашу Solana. Зависит от того, на каком вы блокчейне. В общем, мемкоины — это не вариант. Вам нужно сидеть и нажимать на кнопку продажи, когда они вырастут в цене, и надеяться, что ликвидности хватит, чтобы они не обвалились, или что кто-то не нажмет на кнопку продажи раньше вас. Вот почему вы видите, как мемкоины обваливаются все быстрее и быстрее. Они хотят получить прибыль. Им не нужно ждать, пока цена сильно вырастет, потому что сейчас нет комиссий за создание мемкоинов. Если используется, например, Solana, то создавать мемкоины очень дешево. А вот с Ethereum нужно было платить комиссии, и люди хранили монеты дольше.
Но есть ли мемкоины, которые можно хранить долго? Как ни странно, да. Да, вы можете держать мемкоины в ожидании сезона мемкоинов или мемкоин-мании, поскольку они случаются. И когда они начинаются, вы можете получить огромную прибыль и конвертировать ее в биткоин или USDT. И это может стать частью вашего общего портфолио. Таким образом, у вас будет несколько нарративов в общем портфолио, и вы сможете выделить 5-10% на мемкоины. В этом смысле, да, стоит держать мемкоины, если вы любите рисковать. Но нужно знать, какие монеты покупать. Вы не можете просто купить любой мемкоин. Не нужно покупать факт-монету. Или некий монету, который кто-то придумал, сидя в подвале дома своей матери. Не стоит этого делать. Но есть мемкоины, которые можно использовать. Например, Dogecoin. Это король мемкоинов и надежная инвестиция. Это как держать биткоины, но в мире мемкоинов. Так что, если вы консервативны, слегка старше и не хотите связываться с мемкоинами, но хотите немного заработать, то просто купите Dogecoin. А если вы более продвинутый, то можете купить такой мемкоин, как токен Foxy в сети Linea. Почему токен Foxy в сети Linea? Но это не просто мемкоин. Понимаете? Сеть Linea принадлежит MetaMask. MetaMask — кошелек, ставший стандартом индустрии, создал свою собственную сеть Linea, а Foxy — это маскот сети Linea. Вкладываясь в этот мемкоин, вы также вкладываетесь и в цепочку. Вы делаете ставку на то, что сеть продолжит расти. Если начинается мемкоин-мания, монеты растут в цене и сеть развивается, а я думаю, что рост неизбежен, то ваша прибыль со временем возрастет, если это имеет смысл. И даже если вы пропустите этот бычий рынок, то, я думаю, сеть Linea может вернуться на следующем. А значит, этот мемкоин может повторить успех Doge и хорошо себя показать. Понятно? Еще вы, возможно, захотите вложиться в Bread на Base. Почему? Хотя это и мемкоин, но Base — это тоже блокчейн. Он принадлежит Coinbase. Компания привлекает пользователей. Возможно, они присоединяются к блокчейну Base, и там они найдут Bread. Так что это тоже хороший вариант. Такие мемкоины стоит вкладываться на долгосрочную перспективу. Есть еще аналогичные монеты. Но опять же, с мемными монетами нужно быть осторожным. Не стоит покупать первый попавшийся мемкоин. Не попадайте в ловушку, когда видите рост и говорите: «Ах, если бы я продал!» Вы бы не смогли. Даже если бы цена выросла, ликвидности бы не было. Как только вы начнете продавать, даже если вы будете первым, кто это сделает, мемкоин быстро упадет в цене. Вы хотите инвестировать в мемкоины с разумным действием цены, фундаментальными основами. Ну, не совсем фундаментальными, но с принципами, которые имеют смысл. Очевидно, что у мемкоинов нет фундаментальных основ, но есть причины, по которым вы можете в них инвестировать, добавить в свое криптопортфолио, понятно? Если вы хотите инвестировать в мемкоины и собираетесь объяснять своей жене, что вкладываете свои сбережения, пенсионный фонд, деньги на обучение, кошек, лягушек и собак, чтобы они резко взлетели в цене, а вы купили Lamborghini и приобрели номерной знак с надписью «Владелец Ламбо», то делайте это ответственно. Обязательно посмотрите вот это видео прямо сейчас. Серьезно, не пропустите этот ролик, просто посмотрите его. И да, удачи!